Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Я сегодня расскажу вам, чем порадует вас жизнь в очень скором времени. Гадать я буду на вот этой замечательной колоде Таро Ночи. И у нас будет 3 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент вашего просмотра. Перемешиваю колоду, а в это время приглашаю вас подписаться на канал, поставьте колокольчик и поставьте лайк этому видео. Давайте посмотрим, какое напутствие дадут высшие силы в самом начале видео. Для этого снимем 3 раза. 1, 2 и 3. Смотрим, что там. Карта мага. Карта говорит о том, что в вашей жизни в скором времени появится человек, который действительно может абсолютно все. И, конечно же, этот человек окажет вам поддержку, содействие, помощь и проявит к вам инициативу. Это может быть как мужчина, так и женщина. Также карта мага показывает о неком прорыве в жизни в скором времени. Может быть, была застойная ситуация, и она будет разрешаться. Первая карта, которая будет на позиции, показывает вас. Кто вы сегодня. Вот наши 3 позиции. Чем порадует вас жизнь в скором времени? Первая позиция – вот такой замечательный содолит. Вторая позиция – вот такой вот замечательный флюорит. И третья позиция – тигровый глаз. Выберите тот камушек, который вам больше по душе. И надеюсь, что все выбрали, а те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите уже на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции, остальные я пока убираю в сторону. Чем порадует вас жизнь в скором времени? Наш содолитик, давайте смотреть. Итак, первая карта – это вы сегодня, кто вы? Вы у нас 3 кубков, карта замечательная. Она показывает Алису в стране чудес. На самом деле, может быть, так оно и есть. Вы, возможно, недавно прыгнули в нору за белым кроликом, а дальше вас ждали невероятные приключения. Человек вы оптимистичный, всегда с верой смотрите в будущее. Вы не против того, чтобы пускаться в авантюры, и вам интересно рисковать. Главное при этом уметь получать от жизни все удовольствия. Сегодняшний этап жизни для вас, в принципе, неплохой. Я бы сказала, счастливый и радостный. Вы на потоке изобилия. И самое главное, в вашей жизни происходят всякие волшебные вещи. Карта очень позитивная. Она показывает, что вы умеете радоваться. И что вы привлекаете в свою жизнь только счастье. Вот вы как раз-таки смотрите, да, чем порадует вас вскоре жизнь. А она, мне кажется, уже вас радует. И вы уже на пороге действительно позитивных изменений. Давайте мы с вами посмотрим, а чем порадует вас жизнь в скором времени. Сначала берем общую карту. Вышла карта сила. Карта сила замечательная. Она показывает момент приручения. Во-первых, возможно, вы наладите отношения с людьми или с каким-то определенным человеком. И также укротите в жизни, приручите буквально какую-то неподдающуюся ситуацию или проблему, которая очень давно не могла сдвигаться с места, да, с мертвой точки. Вообще карта силы всегда показывает, что вы набираете очень много энергии, силы. И, соответственно, это дает вам толчок к тому, чтобы развиваться, к тому, чтобы как можно больше, может быть, даже работать или преодолевать каких-то в жизни трудностей, препятствий или достигать вершины. Конечно, карта сила всегда говорит о том, что вы сильны. И, конечно же, она может показывать, что вы выздоровели или что в вашей жизни наступил вот такой вот благоприятный, светлый период, еще более светлый, чем даже в 3 кубков. У вас будет защитник, будет вот такой вот лев, который может зарычать, и все вокруг просто будут сражены одним только его взглядом. И это человек с очень мощной энергетикой. Он, естественно, подставит вам плечо и будет вас всячески оберегать. Давайте теперь посмотрим. Тут много карт выпало, я не буду их брать. Мы с вами посмотрим, что у вас будет радостного скоро в личной жизни. Какая радость, чем порадует вас жизнь в личной жизни. Что скажут карты Таро?
Так, туз мечей. Ну, туз мечей – это настоящий прорыв в личной жизни. Он говорит о том, что у вас будут откровенные разговоры, и какой-то человек сутками сейчас о вас думает. То есть на самом деле есть уже личность, которая испытывает к вам какие-то чувства, да, и человек не может отпустить мысли о вас на сегодняшний день. И вот у вас с этим человеком будут откровенные разговоры. Это, конечно, может порадовать, особенно вот рядом восьмерка жезлов, которая показывает, что человек к вам торопится, человек к вам спешит, на всех парусах летит, так скажем, в гости. И, скорее всего, вы скоро встретитесь с этим человеком. Ну, по крайней мере, обмениваться будете новостями какими-то. Этот человек, в принципе, испытывает к вам не просто интерес, а, скорее всего, он уже вас, ну, либо любит, да, либо испытывает влюбленность, очень сильную привязанность. И карта восьмерка жезлов всегда показывает, как и туз мечей, некоторый момент прорыва, да, то есть в личной жизни могут быть действительно резкие позитивные изменения. Ну, или в еще более лучшую сторону. Паш мечей при этом говорит о том, что человек этот обладает недюжинным умом, умеет разговаривать, у него подвешен язык. И, соответственно, у него, ну, может быть такое, что как сарказм проявляется, да, поэтому, когда вы знакомите его, там, не знаю, с друзьями, родственниками, подругами, он может отпускать какие-то колкости или, ну, не знакомите, а, допустим, встречаетесь, да, с друзьями, подругами, если вы уже с ними знакомы все вместе, там, да, что вы уже познакомили этого человека, он может всячески выражать вот свой интеллект с помощью сарказма. И, соответственно, кому-то с этим человеком будет весело, а кто-то чуть-чуть может и подобидеться из вашего окружения. Однако вам будет на это все равно. Вы будете отмечать его острый ум, смекалку и умение поддерживать диалог таким образом, чтобы постоянно держать в напряжении некоторую вот, ну, окружающую публику. Что у вас будет с финансами? Чем порадует жизнь в рабочем-финансовом плане? Так, мы видим здесь тройку жезлов. Вообще тройка жезлов – это энергетически такая заряженная карта, карта прорыва. Она говорит о том, что в скором времени у вас что-то меняется в рабочей-финансовой жизни. Могут быть какие-то либо поездки и командировки, либо просто перемещение, передвижение внутри организации. Если вы не работаете, карта показывает планы на построение какого-то дела, бизнеса, собственного творчества. И эти планы, скорее всего, увенчаются успехом. Если же вы работаете, там планируется передвижка, перестановка, либо вас планируют послать в командировку, но при этом это будет очень продуктивно и, соответственно, принесет свои большие плоды. Дальше мы видим здесь карту восьмерка кубков. Восьмерка кубков – карта, показывающая, что действительно у вас возможен момент перехода. То есть она подтверждает нашу тройку жезлов. Открываются какие-то врата, да, открывается дверь новая в работе или в деньгах, ну, в смысле, в изобилии. И, соответственно, будут какие-то изменения кардинальные. Вы как будто бы ищете свое счастье и его находите. Так, дальше смотрим. Следующая карта у нас отшельник. Отшельник вот часто намекает на индивидуальное предпринимательство, на свое дело, на начальствующий пост. И часто даже, знаете, как говорит, что вы вроде как и работаете-то не ради денег, а ради того, чтобы людям что-то хорошее сделать или их как-то, ну, просветить, например, или, может быть, им помочь. Но при этом вы все равно будете зарабатывать деньги, и все равно прибыль к вам идет. То есть денежная энергия, она идет. Вообще, я говорю, что вот карта отшельник – это карта индивидуальных предпринимателей, людей, которые очень много умеют сами зарабатывать с помощью там создания своего бизнеса. Может быть, вот эти ваши планы, вот это состояние переходное говорит о том, что вы подадитесь, ну, там, в свое дело, в свое творчество, в свой бизнес, или будете как-то работать в свое удовольствие, и это будет приносить вам, в принципе, деньги, но вы-то это делаете ради людей и ради того, чтобы вот заниматься чем-то хорошим, то, что вам очень нравится. Вообще карты здесь такие все положительные, они говорят, что жизнь вас будет действительно радовать в скором времени. Давайте посмотрим, чем порадует вас ваш собственный энергопотенциал. Так, мы здесь видим тройку пентаклей.
энергопотенциал у вас действительно огромный. Почему? Потому что вас будут очень ценить все люди, с которыми вы особенно общаетесь по работе. Ну, в принципе, здесь и дружба, и отношения, я бы сказала, все очень отлично и неплохо, да. Но при этом вот в работе прорывы идут или в творчестве. И, соответственно, вот вас как человека, да, вот ваши качества какие-то, там, не знаю, профессиональные, личные, будут очень ценить и уважать люди. Получается, что энергетически вы заряжены и очень сильны, и это вас будет радовать, что вы вот чувствуете себя тем, кто может много чего сделать в жизни, и у вас для этого есть запал, у вас есть для этого мотивация, желание, и вы не отлыниваете там, да, от своих жизненных каких-то целей, а старайтесь за ними идти. Вот карты все у вас очень такие классные выпали, и они говорят о том, что вы действительно многое скоро сделаете, многое сможете. И плюс у вас идет такое движение в личной жизни. Я считаю, это прекрасно. Ну, вот такая вот у нас первая позиция. А мы идем с вами к позиции номер 2. Чем порадует вас жизнь в скором времени? Наш вот такой красивый флюоритик. Давайте смотреть первую карту, в каком аркане вы живете сейчас. Так, у нас тут, значит, двойка мечей. Вообще двойка мечей – это карта все-таки ожидания. Русалочка сидит и ждет. Она ракушечку обнимает, и она ждет своего там, может быть, принца, да. Соответственно, ну, это не обязательно ожидание в личной жизни, это может быть ожидание чего угодно. Может быть, ожидание даже того, когда вы сами и будете действовать. Но сейчас вот момент некоторого такого затишья или паузы в вашей жизни, когда не все происходит так быстро, как вы хотели бы, и, соответственно, не вся реальность подчиняется вам, насколько вы бы это планировали сейчас, да. Но в любом случае вы как будто бы от кого-то чего-то ждете или от чего-то, да. Мне кажется, что эта карта показывает всегда подготовку. И также состояние, когда вы, вот, ну, в какую сторону мне шагнуть, да, выбираете. И как только вы сделаете вот шаг в определенную сторону, тогда у вас и пойдут какие-то активные события, развитие, да, вот в этой жизни. А пока что есть такой вот момент паузы, затишья, ожидания. Давайте посмотрим, чем вас порадует жизнь в скором времени. Сначала общая карта. Что же там такое вас ждет? Паж Пентаклей. Ну, Паж Пентаклей замечательная карта. Вас жизнь порадует настоящим подарком. Вот эта карта всегда говорит о том, что может кто-то что-то подарить или какой-то жизненный сюрприз может произойти. Вы можете узнать там, ну, например, хорошую новость или получить письмо от любимого человека. Или начальник наградит вас премией. Или муж принесет большую денежку домой. Вот знаете, вот как бы что-то такое, пусть не прям глобальное, да, но радует явно. И я считаю, что Паж Пентаклей вообще, в принципе, это карта, показывающая, что в скором времени в вашей жизни будет такой молодой период, да, обновления энергии, когда энергия становится более молодой, более такой движущейся, и вы больше общаетесь с людьми, вы больше с ними знакомитесь, вы больше с ними встречаетесь. Вот как будто бы ведете часто с другими людьми диалоги, обмениваетесь новостями, может быть. Что же у вас будет в личной жизни? Что порадует вас в личной жизни? Чем жизнь порадует? Вот карты Таро сейчас вам расскажут. Тут у нас, значит, десятка мечей падает. Эта карта показывает всегда финал. Вот финал чего-то. Может быть, в вашей личной жизни, например, было затишье. Тогда это затишье в скором времени закончится. Вот давайте даже еще одну карту достанем. Да, вышла карта Рыцарь Пентаклей. Это и есть момент затишья. Вот когда все медленно так идет, не романтично, не развивается, или вы не можете встретить для себя, ну, человека по судьбе, или у вас в отношениях какая-то пауза. Может быть, ваш мужчина или ваша женщина очень пассивны в отношениях, ничего не делают для развития отношений. И вот этот момент, вообще этот период заканчивается. Естественно, он сменяется другим периодом, более активным в личной жизни. Вы знаете, иногда по этим картам вы ждете романтики, вы ждете проявления, вы ждете, когда вам что-то подарят, может быть, куда-то пригласят, проявят к вам активность или кто-то познакомится с вами.
но вы в паузе, да, ничего не происходит. Но вот именно этот период ожидания, он заканчивается. И будет происходить. Вот давайте посмотрим, что. Чем порадует вас личная жизнь и судьба. Семерка мечей. Вот здесь, видите, семерка мечей какая необычная. Здесь девушка бежит, радостная, раскинув руки. И она бежит прям, вот у нее вокруг цветы, это символ любви. И как будто даже вечером или среди ночи вот вы куда-то побежите. Бывает такое, что карты здесь показывают вот резкое, неожиданное что-то. Вот встреча, например, позвали вас куда-то там в ресторан или на свидание. Или, может быть, вы резко собрались к любимому человеку в другой город или там в другую страну. И этого не ожидалось. То есть это было совершенно сначала скрыто от вас. То есть какое-то время человек, может быть, держал в тайне свои планы и не хотел говорить о своем сюрпризе. Но вот вы получите от любимого человека именно сюрприз. Те, кто были одиноки, явно побегут на свидание с новым кавалером или с новой девушкой, если вы мужчина. И для вас это будет очень активный такой жизненный период. То есть, наконец-то, жизнь порадует вас в личной сфере какими-то событиями, которые будут развиваться. И это уже не сидение на месте, не ожидание от кого-то, ну, какой-то там романтики. Получается, что это активный период, страсть, да, страсть. То есть, когда вы увлечены друг другом, когда не спишь по ночам и думаешь о человеке, думаешь, что бы ему сказать, или как вот там, ну, перед ним нарядиться, может быть. То есть вот такой период. И мне, конечно, нравится, вот, что иногда люди заводят романы, и они первое время прячут эти романы свои. То есть прячут то, что у них там развиваются отношения. Они никому об этом не хотят говорить. То есть у вас будет вот такое любовь вдвоем, да. И при этом, если вы даже, допустим, замужем или женаты, карты говорят о том, что у вас начнется новый период хороший именно с момента, когда ваш муж или жена сделают вам какой-то сюрприз. То есть вот будет именно такой неожиданный сюрприз, очень романтичный, и вы прям побежите его получать. Вот так вот, такая радость от жизни идет. Дальше у нас рабочие финансовые перспективы. Чем порадует вас жизнь в плане работы и финансов? Давайте посмотрим. Так, тут у нас, значит, колесница. Колесница показывает всегда прорыв. Ну, то есть вы достигаете каких-то очень важных целей. Карта говорит о насыщенности вашей рабочей финансовой жизни и о том, что в скором времени нужно будет действовать. Вот, допустим, конечно, она часто означает, как вы знаете, дорогу. И как бы человек берет, собирается там в командировку, и она говорит всегда о том, что вы получите именно большие деньги. Ну, допустим, если вас посылают в командировку, то там вы заработаете огромные деньги или большие деньги для вас, да, для вас, для вашего уровня дохода. Но также колесница, она может вообще показывать, в принципе, покупку автомобиля, покупку транспорта какого-то, который вам нужен. И, конечно, это праздник и радость, я считаю, да, подарок судьбы. Вот. Могут даже подарить машину, если честно. Это может быть дорогой подарок просто от кого-то, от любимого человека. Или от папы, там, например, да. Колесница также, она всегда говорит о том, что вы достигаете каких-то целей. Вот у вас были амбиции. Я хочу не меньше такого-то уровня, да, я там хочу хорошую должность, хорошую работу или хороший уровень дохода, вот какой мне нравится. И, естественно, эта карта говорит о достижении, но с помощью ваших активных действий. То есть именно ваши действия приведут к тому, что это все случится, да, и вы действительно либо получите там хорошую должность, либо большие деньги. Давайте смотреть дальше. Тут у нас 4 пентаклей. Карта всегда говорит, что человек ни в чем не нуждается. Вы будете жить в моменте изобилия. Единственное, что карта показывает, вы как будто на что-то копите. И вы накопите. То есть, если вы хотите там купить крупный какой-то объект, да, землю, недвижимость, дачу, дом, квартиру, машину большую, крупную там или дорогую просто. Вот момент, когда вы придерживаете около себя деньги, это 4 пентаклей. А если вы их придерживаете, значит, вам есть что придержать, да? Поэтому жизнь порадует вас, конечно же, обеспеченностью, изобилием, стабильным получением денег и доходов.
Дальше мы видим шестерку пентаклей. Конечно же, эта карта, опять же, распоряжение деньгами. Причем опять весы у нас, да? То есть, когда человек с умом распоряжается денежками. Вот денежки ему достались, да, вот денежки у него в руках, и он их бережет, он их, ими распоряжается на свое усмотрение, но очень, аккуратно, да. Вы экономите не потому, что у вас мало денег, а потому, что вам нужно что-то большое. Но вы не гнушаетесь тем, чтобы помочь другим людям. Вот, между прочим, карта шестерка пентаклей показывает, что жизнь может вас порадовать начальствующим или хозяйственным положением, и вы можете давать другим людям в будущем работу. Вот представляете, какая радость? Так, смотрим дальше. Ваш энергофон в ближайшем будущем чем вас порадует? Энергетически вы чем себя порадуете? Туз жезлов, ничего себе. Вы заметили, тут есть замочная скважина. А это значит, что в скором времени вы откроете для себя что-то новое в своем энергопотенциале. Может быть, вы увидите в себе какой-то талант, дар или способности, магические даже, а иногда это мотивация, то есть вы открываете ключом в своей замоченной скважине мотивацию. Поэтому энергетически вы будете мощны, сильны, у вас очень много будет яркости, креативности, и жизнь вас порадует большим обилием огненной энергии, а это энергия созидания. Поэтому будете творить, созидать и радовать окружающих людей. Вот такая позиция номер 2, замечательная позиция. А мы идем с вами дальше, к позиции номер 3. Чем порадует вас жизнь в скором времени? Наш замечательный вот такой вот тигровый глазик. Камень Шивы, как говорят. Так, первая карта – это вы, в каком аркане вы живете. Королева жезлов – это вообще очень хороший аркан. Он говорит о том, что вы полны страсти, жизненной силы, энергии и обаяния. Вот такая вот, мне нравится белое такое платье, блестящее, шикарное, прям серебристое. Вот королеву жезлов в этой колоде одели прям, никак нельзя лучше. У нее есть крылья, вот заметили? Она умеет летать. Вот мое мнение, что это волшебная карта. Она показывает, что вы имеете какие-то неординарные способности. Возможно, у вас очень сильная интуиция. И, конечно же, карта показывает, что вы следите за собой, что сейчас в жизни у вас, возможно, идет либо смена имиджа, либо просто улучшение имиджа, покупка какого-то нового гардероба, может быть, дорогих вещей для себя. И, конечно, эта карта всегда показывает, насколько вы обаятельны, привлекательны для противоположного пола и насколько вы сильны. Между прочим, если такого человека кто-то обидит, то поплатится от высших сил именно. Высшие силы за вас наказывают обязательно тех, кто является вашими конкурентами и врагами, или кто желает вам зла. Так, давайте посмотрим, чем порадует вас жизнь в скором времени. Сначала общая карта. Я здесь вижу шестерку мечей. Вообще вот такая вот чуть-чуть медитативная, кажется, карта, да. Но эта карта всегда является переходной. Она здесь, смотрите, показывает, что в скором времени вы получите знак от Вселенной, что вам нужно продвигаться куда-то, идти, выходить на новый путь, дорогу или открывать для себя новые двери и возможности. И вы это сделаете. То есть вы послушаетесь высших сил и пойдете по зову Вселенной. Карта говорит о том, что вы избавляетесь от какой-то в скором времени крупной жизненной проблемы. Для кого-то это болезнь, для кого-то большой долг, для кого-то может быть какое-то обременение или негативные люди рядом, которые мешали очень сильно жить и пили кровь. Вот что-то у вас такое уходит, то, что вам не нравилось, то, что вас отягощало, и вы наконец-то вздыхаете с полной грудью. Карта очень часто говорит о переездах и поездках, но я не могу сказать, насколько это может вас радовать. Если это вас радует, то тогда да, это у вас будет, потому что у нас вопрос прямой был к картам. Чем порадует вас жизнь? Вот об этом мы и говорим. И, конечно, если вас радует дорога, путешествие, поездка, переезд, то тогда шестерка мечей будет означать движение. Если это вам сейчас не по плану, да, то, конечно, эта карта просто говорит об избавлении от какой-то крупной проблемы, которая вас очень давно беспокоила и очень давно не разрешалась. Чем порадует вас жизнь в личном плане, в личной сфере? Карты Таро расскажут вам. Давайте посмотрим.
Ух ты, у нас тут есть карта смерть. Смерть, видите, она тут такая карта, показывающая движение или как бы, ну как сказать, поклонение, может быть, вот, мексиканской вот этой, ну, религии, или как она, как святая смерть, да, поклонение святой смерти. И эта карта, она очень такая, ну, интересная в этой колоде. Она говорит о том, что идет, ну, вот культовое что-то. То есть общение с духами и благословение от духов. Поэтому духи сейчас через эту карту, особенно духи рода, духи умерших, они благословляют вас к тому, чтобы развивать гармоничную личную жизнь в скором времени. То есть идут знаки от Вселенной, идут какие-то благословения от духов, что вам посылается человек, да, совершенно неординарный, необычный кармический партнер. Вот следующая карта — девятка кубков. Вы в присутствии этого человека будете чувствовать себя очень спокойно и комфортно. Вы сразу почувствуете, что это за человек, но, может быть, вы уже знаете его, однако вот в ближайшем будущем в его присутствии у вас будет только удовольствие, радость и спокойствие. Бывает такое, что сначала отношения не так выстраиваются, как хотелось бы, особенно кармические, но сейчас идет знак от духов, от умерших, да, что они благословляют вас на союз. И вот здесь у нас вот эта вот девятка кубков говорит о том, что в этом союзе будет очень все хорошо, изобильно и спокойно. Вообще сам по себе человек успокаивается как будто бы и относится очень благоприятно, то есть радует. Он может дарить подарки или вот говорить какие-то очень хорошие слова, а может даже рассказать о том, что вот чувствовал в прошлом. Или если это новый человек, то вы встретите свою судьбу, и эта судьба для вас, вот человек будет спокойный и умеющий сказать хорошие слова, добрые, поддержку оказать или комплименты сказать. То есть вот такой добрый человек. Кстати, этот человек, ну, я бы сказала, привлекает к себе в жизни изобилие, потоки изобилия. И это верующий человек. То есть он сам по себе верит в мистику и высшие силы. Вот. Ну, тут мы вообще видим на карте иконы. А это значит, что намек идет, может быть, этот человек, ну, например, из православной или из католической религии, то есть из какой-то христианской. Вот. Даже если вы другой религии, этот человек как будто бы вот именно оттуда, откуда-то из христианской религии. Вообще, сама по себе эта карта может говорить просто о том, что человек верит в высшие силы, в Бога, во Вселенную, и вы с ним в этом будете как-то вот близки, у вас дух такой общий, да, у вас как будто души общаться будут. То есть такое какое-то вот спокойное духовное единение, и рядом вот, знаете, как за каменной стеной, вот садишься рядом с человеком и мгновенно успокаиваешься. Следующая карта — башня. Она здесь, в этой колоде, именно показывает, что у вас идет, вот видите, как портал такой, да, портал открывается. И ваша жизнь кардинально в связи с встречей с этим человеком поменяется. То есть вы будете, ну, допустим, вместе куда-то ехать, переезжать или переставлять всю мебель в квартире или в доме, сделать кардинальный ремонт. Кстати, вот когда делаешь вместе ремонт, это лучше всего проверяет отношения. Если пара выдерживает ремонт, ну, значит, все, да, все будет хорошо. И вот эта карта башни, она и показывает, что вот вы проходите вместе через этот портал, и там у вас будет новая жизнь. То есть вы выстраиваете вместе вот свою реальность, свой быт, может быть, новый, свой монолит, да. Так, смотрим теперь, что у вас будет, что вас в жизни порадует в связи с работой и финансами. Карты Таро вам расскажут. Давайте посмотрим. Так, ну я тут нагадала вам звезду. А звезда — это очень хорошая карта. Она говорит о том, что вы можете связаться с киноиндустрии, например, или с чем-то, что вас очень сильно делает популярным человеком. Реклама, шутинг, потом что еще? Актерское мастерство, театр, балет, пение на сцене, блогинг, видеоблогинг, журналистика. Вот понимаете? Вот вы какая-то личность можете быть, или связаться с иностранными языками, да? Какая-то личность можете стать очень известная. И, естественно, этой известной личности дается все. То есть она
как будто бы делает свое дело, которое ей по душе, которое ей нравится, и за это получает большие деньги. И становится, ну, популярным человеком, да. То есть вот звезда — это очень хорошая карта. Она всегда прорыв в творчестве показывает. Карта девятка мечей говорит о том, что с помощью творчества, с помощью вашего какого-то любимого дела, а творчество может быть и даже бухгалтерия, если вы ее правда любите, вот вы избавляетесь от своих внутренних страхов, каких-то препятствий, да, блоков, которые раньше отягощали вам жизнь. Вы раскрепощаетесь, вот как будто бы вы перебарываете в себе момент страха публичности. И дальше мы смотрим здесь и видим карту суд. Вы возрождаетесь. Это карта возрождения. Вы проходите в портал новой жизни. Вот я еще раз вижу портал. Вот посмотрите на карты. Здесь портал и здесь портал. Вы что в финансовом плане, что в личном плане. А ведь это один и тот же план, по сути, да? Только, ну, ваша жизнь, мы ее делим на сферы. Вот вы проходите в портал. Поэтому карты 2 раза указали, что вы скоро проходите в новую эру вашей жизни, начинаете что-то совершенно с нуля. Получается, что ваше дело и ваша личная сфера очень сильно пересекаются. И даже ваш любимый человек может способствовать тому, чтобы вы развивали вот свою популярность и свое творчество. Неважно, в чем вы будете популярны, главное, что вам идет слава и почет. И многие люди будут вас узнавать, может быть, даже на улице. Вообще суд — это карта действительно возрождения, и, может быть, вы, ну не знаю, похудеете на 150 килограмм и сделаете блогинг по поводу того, как вы это сделали, да. А может быть, вы начнете рисовать, там, не знаю, картины, взяв кисточку в рот, или еще что-то, понимаете? То есть вот кто что делает, кто-то пяткой рисует, кому что нравится, кто-то глазом. Вот представляете, есть ресничное рисование. Кто-нибудь слышал? Нет, не слышали. Кто-то коллекционирует разные вещи. Ведь много всяких дел интересных. Вот как будто ваша жизнь, она приобретает новый смысл в скором времени. И вы, конечно же, увлекаетесь этим. Вот этим вас будет радовать жизнь. Ну и последняя карта — это ваш энергопотенциал. Чем он-то вас порадует? Вышла карта королева кубков. У вас 2 королевы, что королева жезлов, что королева кубков. Говорит о хорошем, заряженном энергопотенциале. И это энергия ведьмы. Вот карты говорят о том, что у вас есть какие-то неординарные способности. Они говорят о том, что женская сила рода поддерживает вас. А особенно вот у ведьм, у колдунов женская сила рода очень мощная и может давать, ну, настоящее откровение, таланты, всякие бонусы, дары рода. Поэтому да, здесь, конечно, у вас энергопотенциал будет очень хороший. И светлая энергетика такая, которая людям кажется очень притягательной. Вы привлекательны будете для противоположного пола, для многих людей, но рядом будет человек, да, с которым вам спокойно. Я не думаю, что вы будете размениваться. Просто сама по себе карта говорит об этом потенциале. Ну, вот такие вот у нас карты по 3-й позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.